Единственное место, где в Крыму находятся залежи каменного угля, это гора Бешуй. Первые сведения о том, что здесь есть каменный уголь, поступали еще от известного путешественника Петра Симона Палласа. Однако лишь в 1881 году были разведаны запасы угля, пригодные для промышленной разработки. Но до революции разработка угля не велась, потому что уголь местный обладает повышенной изолированностью и низким качеством. После революции на Крымском полуострове оказалось отрезано некоторое количество белогвардейцев во главе с бароном Врангелем. Поставки угля из Донбасса не велись, потому что Донбасс уже контролировался Красной армией. И барон Врангель, будучи горным инженером по образованию, вспомнил про бешуйские угольные копи. Здесь началась полномасштабная добыча угля. Сюда была проложена узкоколейка для вывоза угля, точнее было начато строительство Врангелем, но в конце 1920 года белогвардейцы спешно эвакуировались из Крыма и железную дорогу достроить не успели. Потом сюда пришли красные, они завершили строительство железной дороги и продолжили добычу угля. Добыча велась до 1949 года, потом добычу прекратили в связи, как я уже говорил, с низким качеством местного угля и низкой рентабельностью добычи. Входы в шахты были взорваны, но один вход сохранился в более-менее пригодном состоянии, мы сейчас попробуем туда спуститься. Здесь мы видим отвалы породы. Это каменный уголь. Очень рыхлый и низкого качества. Сохранились деревянные крепи. Справа по ходу небольшая камера. Туда можно проникнуть. И здесь небольшой спуск вниз. Вот мы видим пласт каменного угля, наклонный пласт. То есть вот этот спуск, это разработка вот этого пласта. Над нами скальная порода. Налево прорезабельный завал. Направо тоже завал. Завалы очень сильные, но вот мы видим пласт каменного угля. Дальше лезть некуда. Мы продолжаем движение по центральной штольне. Здесь мы видим вывал породы. Туда идет наклонный лаз. Как у нас идет основной пласт угля, вот туда можно залезть по пласту. Там, очевидно, была добыча. И вниз аналогичным образом продолжается выработка наклонно. Я нахожусь на верхнем уровне штольни. Там был когда-то выход на поверхность. Сейчас он засыпан корнями и землей. Здесь наклонный спуск по пласту. Я начинаю спускаться. Вот такое плавание. Продолжай. Так. Отходи. Снимаем экшен. Здесь ниша, окно в потолок.
Там тоже выбрана порода. Все как-то под углом здесь добывали. Да, да, пласт угольный идет под сильным наклоном. Здесь любопытные крепи такие наклонные, подпирают потолок. Крепи находится под прямым углом к потолку и вот этому наклонному полу. А мы продолжаем движение прямо. Впереди видим завал. Но сюда можно пролезть. Вот такой невысокий пласт каменного угля. Совсем низенький и наклонный. В некоторых местах встречается блестящий черный каменный уголь. Это гагат, поделочный камень. Такая разновидность каменного угля, которая легко поддается полировке, и получаются красивые черные бусы, четкие другие изделия. Угу. Ну что, пролезем туда дальше? Пролезем дальше. Ход вперед кончается, но есть что-то вниз. Я попробую спуститься ниже. Я спускаюсь по осыпи, там видно небольшое продолжение. Давай. Какие перспективы? Выработанный слой сужается, и дальше там, к сожалению, пролезть некуда, так что я вылезаю обратно. Возможно, нам стоит продолжить с того места, где мы спускались вниз по слою. Здесь живописный пласт каменного угля с оранжевыми прожилками, с блестящими черными прожилками. Ну и какие-то вот серо-коричневые прожилки низкого качества. А вот нетронутый пласт, да, край забоя. Да, вот линия забойная. Здесь видны желтые прожилки. Интересно, что это за минерал такой желтый. На потолке тоже есть и желтые включения, и, наверное, железистые ржавые. Наклонные крепи, которые перпендикулярны полу и потолку, создают впечатление, что мир повернулся, что это я неправильно нахожусь, а крепи вертикальные. Здесь сохранилась труба, возможно, это был дренаж, возможно, подача воздуха. Еще нужно сказать пару слов о породе, которую тут добывали. Вот так выглядел этот уголь. У него есть вот такие вот желтые прожилки. И, скорее всего, вот за счет них он не очень был хорошего качества, не очень горючим. Также здесь встречаются местами кусочки гагата. Он более пластичен. Уголь ломается такими пластинками. А гагат
Мы его тут не нашли, к сожалению, чтобы показать. Он более такой литифицированный, но в принципе тот же самый уголь. Вот. Поскольку эта выработка небольшая, возможно, ее до конца не уничтожили взрывом. В отличие от других на противоположном берегу, где можно видеть очень большие отвалы угля.